Всем привет, мои дорогие подписчики! Меня зовут Анастасия, я директор агентства недвижимости Well Homes. Сегодня, получается, у нас очень срочная запись видео, потому что есть такие люди, которые выпустили фейковое видео и подняли, получается, очень большую панику над тем, что всем просто запретили выдавать вид на жительство. Сейчас я, получается, расскажу, кому дают вид на жительство, кому не дают, кому отказывают и так далее. И какова вообще вероятность получить вид на жительство туристический или же по ТАПУ. Расскажу, как вы можете получить по ТАПУ, например, потому что очень много информации ходит о том, что должна быть именно кадастровая стоимость. Смотрите видео до конца, и вы все узнаете. Я все расскажу, все объясню, как можно получить вид на жительство в Турции. Итак, давайте сейчас начнем с немаловажного вопроса, как получить вид на жительство по аренде и кто его вообще может получить. Сегодня мы, получается, ходили специально в Göçebe, это миграционная служба, для того, чтобы полностью узнать, разобрать весь этот вопрос. Кому могут дать вид на жительство, кому все-таки откажут, а кому, возможно, откажут. И тут, получается, когда мы задали вопрос по поводу вида на жительство специалисту миграционной службы, нам ответили, получается, по аренде, в принципе, да, одабривать будут россиянам и украинцам. Почему? Ну, я так думаю, что вы сами понимаете, почему. Потому что в этих, как говорится, там идет спецоперация, ну, мы туда не будем, как говорится, в политику влезать. Но так как эти страны оба страдают, соответственно, Турция им дает вид на жительство по аренде. Что вам нужно для этого? Для того, чтобы получить вид на жительство по аренде, вам необходимо подписать договор у агентства. Далее, потом с хозяином недвижимости вы пойдете к нотариусу, и там вы подпишете уже дополнительный договор. Тот договор, с которым вы как раз-таки пойдете в миграционную службу и предоставите как основание на получение вида на жительство. Напоминаю, это касается граждан России и Украины, граждан Казахстана, Киргизстана и остальных стран СНГ. У них есть тоже, вот честно, есть такая вероятность, что им одобрят. Но хотя сегодня в миграционной службе мне сказали, что больше вероятно, что им откажут. Потому что они не являются, как говорится, пострадавшей стороной и так далее, как бы, а у тех идет война. Вот так вот нам как бы объяснили. Вот. Но мы не можем дать гарантию, и ни одно агентство недвижимости не может вам дать гарантию, что вы получите вид на жительство по договору аренды. Там уже человеческий фактор. Повезло – получите, не повезло – не получите. У меня, например, вот на днях получили клиенты и по аренде с Казахстана, и по покупке недвижимости с Казахстана тоже получили. И мне отказали, и даже никаких дополнительных документов не спрашивали. Хотя уже давно во всех, как говорится, блогах все кричат, орут, что якобы казахам отменяют. Нет, у меня получили граждане Казахстана вид на жительство, им еще у меня не было ни одного казахстанца, которому отказали, честно. Вот, ну, я говорю чисто свое, как говорится, вот это мой опыт. Может, у кого-то отказывали. Далее. Теперь, как же нам получить вид на жительство теперь при покупке недвижимости? Также сейчас у всех людей паника, что если квартира стоит меньше, чем 75 тысяч долларов, значит, никто не даст никакое ТАПУ. Ой, прошу прощения, никто не даст вид на жительство. Тут палка также с двух концов. Если ваша квартира стоит меньше 75 тысяч долларов, и вы гражданин России или же Украины, вам дадут вид на жительство туристический, но только если вы гражданин России или же Украины. Если вы гражданин другой страны, могут дать, а могут и не дать. Тут я тоже не могу никакой гарантии дать, потому что нам сказали, эта привилегия идет только для украинцев и россиян. Далее, что нам нужно? Ну, дальше как бы все понятно. Приехали, выбрали квартиру, оформили и подаем документы на вид на жительство. А дальше мы просто ждем. Если у вас не хватает лимита, то мы ничего не можем сделать. Если бы, может быть, я работала в миграционной службе начальником там, этой самой Göçebe,
Может быть, я что-то могла вам там обещать или гарантировать и так далее, но, к сожалению, нет. Я просто, как бы у меня просто есть агентство недвижимости. Я не могу вам дать гарантию, что вы получите вид на жительство, если вы купите недвижимость ниже, чем за 75 тысяч долларов. Поэтому вы уже берете тут риск на себя, на свои плечи, и после, например, когда вы купите, я не могу вам не продавать, потому что если у вас нету, то вы сами решаете, либо вы берете, либо вы не берете. Если вы купили, не нужно никого потом обвинять, что вот они продали, они меня обманули и так далее. Открыто говорю, риск – это уже ваш риск. Дальше. Теперь это что касается, кто дешевле, чем 75 тысяч долларов покупает. Теперь мы идем тем, кто покупает дороже, чем 75 тысяч долларов. Тут я вам сейчас полностью все объясню, потому что так как все прекрасно знают, что особенно в Мерсине кадастровая стоимость очень сильно занижена. Чтобы вы понимали, квартира, которая стоит 1,5 миллиона, ее кадастровая стоимость равняется где-то 150, ну максимум 200 тысяч лир. Вы понимаете, какая разница между этим и этим? И чтобы набрать 75 тысяч долларов, это полмерсина надо выкупить. И тут, получается, мы этот момент точно так же в миграционной узнавали. Какое основание они берут для того, чтобы узнать, сколько же все-таки стоит их квартира? Мы спрашиваем ТАПУ, они, получается, нам сказали, нет, нам нужно, им точнее нужно, получается, экспертиза, которую все иностранцы при покупке уже очень давным-давно делают. Это обязательно. Экспертизу обязан сделать каждый иностранец. И в этой экспертизе как раз-таки, давайте сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот она, получается, экспертиза. Здесь у нас идут все данные о покупателе, о продавце, какая площадь, где расположен. Здесь полностью все указано о квартире и о доме, а также о земле. Дальше здесь также, получается, прилагается вот, это план дома. Это планировка дома. И здесь отмечается, какая квартира на площадке это ваша, чтобы вам никто не мог продать другую квартиру. Далее здесь также все указано, вся информация о комплексе. А вот это вот 7-я страница из 7, но может быть больше, потому что если комплекс больше, там будет больше информации. У нас нет, небольшой. И вот на последней странице как раз-таки и указано, вот, если вы обратите внимание, я обязательно приложу вот этот вот документ, и там будет написано, что у данной квартире на сегодня, вот 29.07 мы делали экспертизу. По курсу на тот день эта квартира стоит 83 072 доллара. И вот как раз-таки вот это они и проверяют, а не то, что написано у нас в ТАПУ. Понимаете, если мы будем более бдительны и внимательны, мы будем контролировать, чтобы у нас в экспертизе была правильная цена. И еще экспертиза не влияет на налог. Налог 4% вы оплачиваете именно с кадастровой стоимости, которая указана у вас в ТАПУ. Не путайте. Сейчас я даю, 80% гарантии, что сейчас многие будут на этом играть. Будут говорить вам, что якобы вот экспертиза столько, значит налог вы должны платить от этой суммы. Это не так. Налог оплачивается только с кадастровой стоимости. Той стоимости, чтобы вы понимали, которую вы будете проводить через банк, получать специальный бланк вот такой для ТАПУ. Это обязательно. Вот именно с этой суммы вы будете оплачивать, а не с той, что у вас указано в экспертизе. И также обязательно у ваших риэлторов, или если вы сами, например, все это делаете, сохраняйте экспертизу, потому что сейчас ко всем документам прилагается, обязательно вы должны приложить вот этот документ. Это обязательно. Если у вас это все будет, значит, и контролировать, чтобы экспертиза не была меньше, чем 75 тысяч. Это рыночная цена вашей квартиры.
Она может быть, то, за что вы покупаете, может быть немного больше. Но здесь купили клиенты за 84 с копейками долларов. 83 у нас выходит на рыночной стоимости. Но она не может быть еще в 10 раз больше, потому что сейчас начнут многие еще и эту цену раздувать. Вот. Но мы не будем дальше говорить о не очень хорошем. Думаю, что для всех было это видео очень полезным. Мы записали его очень быстро. Сейчас быстренько смонтирую и добавлю сразу же в YouTube. Большое спасибо за поддержку, за то, что вы ждали, терпели. Многие меня просто засыпали в Инстаграме и везде, во всех соцсетях с вопросами, что случилось. Скидывают вот это видео, которое выставили, что якобы вообще никому ничего не дают, и вы должны покупать только за 75 тысяч. Нет, такого нету. Кто хочет рискнуть, покупает меньше. Россияне и Украине на сегодня одобряют вид на жительство по недвижимости, которая стоит меньше, чем 75 тысяч долларов. Но это в любой момент может закрыться. Мы за это тоже ответственности не можем нести. И если даже, грубо говоря, там сейчас дают, завтра не дают, агентство недвижимости в этом не виновато. Поймите, мы не миграционная служба, мы агентство недвижимости, и мы следим за тем, что ваши документы были в порядке, и вас никто не обманул, и вы получили свою долгожданную тапу на свою долгожданную квартиру в Турции. Всем большое спасибо за просмотр, пока-пока, до скорых встреч. Görüşürüz.